Уверен, практически каждый сталкивался в интернете с необычными картинками или видео, которые заставляют удивиться даже самого строгого зрителя. Сегодня наш выпуск будет посвящен оптическим иллюзиям. Здравствуйте, мои хорошие! Оптические иллюзии, или как их еще называют оптические обманы зрения, это ошибочное восприятие мозгом видимого предмета или явления, возникающее благодаря особенностям механизма нашего зрения, а также в результате воздействия определенных природных условий. Как бы это удивительно ни звучало, но оптические иллюзии являются нашими ежедневными спутницами. Да-да, вы не ослышались. Казалось бы, такие обыденные вещи, как любимый сериал на экране телевизора или красочная иллюстрация на страницах книги, тоже смело можно отнести к обману зрения. Дело в том, что ряд важных особенностей зрительного аппарата позволил нам создавать и воспринимать изображения на плоскости или превращать непрерывный показ статичных кадров в плавную движущуюся картинку. Хоть глаз человека и является непростым органом чувств, с помощью которого человек получает почти 90% всей информации, поступающей из окружающего мира, а все равно его далеко нельзя назвать идеальным. Весь процесс от момента проникновения света в глаз до его преобразования в нервный импульс и поступления информации в головной мозг условно можно разделить на несколько этапов, на каждом из которых возможно возникновение сбоя. Во-первых, зрительная система способна изначально воспринимать отражающийся от предметов свет неправильно, доставляя в головной мозг ложную информацию. Во-вторых, физиология зрительного процесса достаточно сложна, и любой сбой в процессе преобразования и передачи информации по нервам может привести к ее искажению и формированию неправильных образов в головном мозге. В-третьих, не стоит исключать возможность возникновения сбоев и в работе самого мозга, который в результате выдает неправильную реакцию. Все оптические иллюзии можно условно разделить на несколько видов. Оптические обманы, которые созданы самой матушкой природой без участия человека. Самый свежий пример данного вида зрительного обмана – это мираж таинственного города, возникший над рекой в Китае. Просматривая видеозапись события, поражает его чистота и яркость, позволяющая рассмотреть мельчайшие подробности каждого здания. К второму виду иллюзий относят иллюзии, созданные искусственно человеком, с использованием визуальных эффектов, например, иллюзия полета человека или левитация. И третий вид – это смешанные естественные иллюзии, которые воссоздал человек. Как раз сюда и можно отнести так популярные в интернете иллюзионные картинки. А теперь приготовьтесь к магии. Сейчас мы рассмотрим самые впечатляющие зрительные иллюзии, известные человеку. Посмотрите на экран. Вам кажется, картинка движется? Нет, она статична. Это иллюзия, называемая иллюзией ложного движения, которая возникает в результате введения мозга в заблуждение углом падения нарисованных теней, что и вызывает эффект движения или колыхания. Как вы думаете, в какую сторону крутится колесо обозрения? Когда взгляд направлен в левую часть рисунка, кажется, что она крутится против часовой стрелки, в правую – по часовой. На самом деле колесо вообще не крутится. На экране просто происходит смена двух картинок. Это ваше воображение создает иллюзию движения. Посмотрите на этих трех девушек. Не правда ли? Они очень симпатичные. А если перевернуть изображение, красавицы превращаются в уродов. Данная иллюзия объясняется тем, что наш мозг очень редко сталкивается с перевернутым изображением, поэтому и не может заметить искажения в нем. Если поместить на готовый рисунок сетку из параллельных линий, можно создать иллюзию движения или анимационную иллюзию. Еще один вид зрительной иллюзии – перевертыш. Например, такой, как этот утка-заяц. Присмотревшись на картинке, можно увидеть как изображение зайца, так и изображение утки. Объясняется данный феномен различным направлением взгляда, от которого зависит восприятие картинки. А следующей волшебной иллюзией вы можете управлять с помощью собственной руки. Закройте ладонью центр картинки. Кажется, что видимые точки движутся быстрее. Переместите ладонь к краю картинки. Теперь видимые точки начинают двигаться медленнее.
Следующее фото, которое относится к иллюзии восприятия, в свое время вызвало в интернете достаточно бурную дискуссию. Пользователи сети никак не могли решить, куда же идет кошка, поднимается ли она по лестнице или спускается. А как вы думаете? Правильный ответ будет в конце выпуска. Пареидолические иллюзии или пареидолии – это иллюзии, в основе которых выступают детали реального объекта. Данный вид иллюзии может возникнуть при рассмотрении самых обычных объектов. Например, вглядевшись в проплывающие облака, силуэты деревьев или скал, можно увидеть фантастические пейзажи, фигуры людей и так далее. Прекрасным примером пареидолии является знаменитый марсианский сфинкс, при более четкой фотосъемке оказавшийся всего лишь игрой света и тени. Еще немного магии. Сконцентрируйте свой взгляд на черной точке посередине картинки. Через несколько секунд вы с удивлением заметите, что цветные пятна вокруг точки станут постепенно уменьшаться и исчезать. В основе этой иллюзии лежит наше боковое зрение. Вглядываясь в одну точку, остальное изображение глаз начинает воспринимать только боковым зрением. А так как окружающее пятно фон серый, то мозг стремится залить этим цветом все пространство, не попавшее в центр внимания, включая и разноцветные пятна, что и происходит через несколько секунд. Следующая иллюзия придумана американским офтальмологом Адельбертом Эймсом в 1946 году. Это, казалось бы, обычная комната, но при перемещении человека из одного ее угла в другой создается иллюзия, что идущий начинает быстро расти или наоборот уменьшаться. Объясняется этот эффект трапециевидной формой комнаты, а в результате чего ее правый угол находится значительно ближе к наблюдателю, чем левый. Усиливается оптический обман рисунком с искаженными шахматными клетками на полу. А эта иллюзия называется спиралью Мефисто. Кажется, что спирали как будто вкручиваются или выкручиваются друг из друга и вот-вот разъединятся. В действительности спирали крепко соединены между собой, а иллюзия возникает только за счет движения рук. Следующая удивительная зрительная иллюзия – это следящие картины. С какой бы стороны вы их ни рассматривали, изображенные персонажи постоянно будут смотреть вам прямо в глаза. В Советском Союзе самыми известными следящими картинками были изображения с плакатов «Ты записался добровольцем» и «Родина-мать зовет». Данная иллюзия объясняется свойством мозга всегда видеть и воспринимать предметы так, как ему привычно. Если мы отойдем от подобной картины в сторону и вновь взглянем на нее, то увидим, что положение лица относительно нас не изменилось, как и не изменилось вообще ничего на картинке. Другими словами, будет казаться, что изображенная голова повернула лицо в нашу сторону. Вот мы и добрались до самого сладкого. По моему мнению, самыми зрелищными оптическими иллюзиями являются анаморфные или перспективные иллюзии. Смотря на изображение под определенным углом, мы видим полноценную объемную фигуру. Однако, стоит всего лишь изменить угол обзора, как кроме набора пятен, нагромождения конструкций или обычной плоской картинки, ничего увидеть больше будет нельзя. Данные иллюзии работают по принципу сильно искаженной проекции изображения на плоскую или объемную поверхность. Ну и, конечно же, как же не упомянуть так нашумевшую в сети иллюзию Гарднера. Как бы вы ни двигались, у вас будет складываться впечатление, что бумажный дракончик наблюдает за вами, поворачивая голову. В основе этой иллюзии лежит как специальная раскраска и изгибы бумажной фигуры, так и особенности нашего мозга, который на основе повседневного опыта пытается распознать форму увиденного объекта и заранее представляет траекторию его движения во время нашего перемещения. В завершении сегодняшнего выпуска хочется отметить, что такие удивительные явления, как оптические иллюзии, закономерно нашли применение в повседневной жизни человека. Многие архитекторы, художники и даже дизайнеры успешно используют его в своей работе. Например, в Одессе существует необычно популярная достопримечательность, известная под названием «Ведьмин дом». Из-за того, что боковые стены дома построены под острым углом, создается очень впечатляющая иллюзия его плоскости. Также, используя оптические иллюзии, можно визуально изменить размеры помещения, увеличить высоту потолков или расширить пространство. Производители одежды для военных и охотников
используют принципы зрительного обмана для создания камуфляжной одежды, которая помогает стать скрытным, слившись с окружающей природой. А многие известные модельеры давно взяли на заметку визуальные эффекты, возникающие при нанесении определенного рисунка на одежду. К примеру, вертикальные линии на одежде придают стройность и увеличивают рост, а горизонтальные детали гардероба, наоборот, полнят. Клетка увеличивает объем, а круги придают фигуре округлость. Естественно, говоря об иллюзиях, нельзя не сказать об их применении и в медицине. С диагностической целью врачи уже долгие годы успешно используют иллюзии для выявления психических и психологических отклонений и заболеваний. А теперь вернемся к кошке, идущей по лестнице. Данная иллюзия полностью зависит от нашего восприятия. По своему желанию мы можем видеть попеременно то кошку, спускающуюся вниз по лестнице, то поднимающуюся вверх. Но правильный ответ здесь все же – кошка спускается вниз. Если внимательно рассмотреть фото, то можно найти ряд признаков в структуре и оформлении лестницы, которые четко свидетельствуют о том, что мы смотрим на лестницу именно снизу вверх. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на наши паблики в Одноклассниках и ВКонтакте, ссылки на которые находятся в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Здоровья вам!